Юху, банда! Мы снова на коне, мы снова едем, мы снова двигаемся. Мы притормозим, пропустим. Так, получилась небольшая дырочка. Это водитель Лэри. Мы установили, значит, палку на высоту 15,6. Хотя высота моего груза 15. Окей, Лэри, I'm ready. Значит, здесь я камеру включил, если что, буду видеть, под каким мостом я застряну. Осталось 2 часа до конца рабочего дня, и прицеп до сих пор еще не готов. Честно говоря, я очень сильно переживаю, успеют ли они вовремя, потому что я уже сегодня должен выехать. Сегодня четверг, а завтра я должен быть на загрузке по-любому. То есть, если я не успеваю, значит, я не смогу сделать. Просто не успею никак. Пойду сейчас узнавать, как-то пытаться их поторопить. Хоть один приятный момент. Барбосина лежит тут, отдыхает на дилерской. Это у них тут местный житель. Кайфует, бродяга. Еду по ночному Техасу, рассекаю 120 километров в час. Это у нас 75 миль в час. Видите? Завтра для меня очень важный день. Я сейчас еду. Стараюсь обращать внимание на каждые знаки, которые обозначают высоту моста. Ну что, друзья, я добрался до загрузки. Значит, вот мой груз. Как он выглядит. Видите, он даже сейчас, стоя на земле, он выше моей кабины. А это не есть хорошо. Короче, пока сейчас все спят, надо залезть, посмотреть, померить его. Значит, ну, так как мне сказали, он 13,3 в высоту, но на данный момент, мне кажется, он немножко выше выглядит. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Я померяю, потому что я не успокоюсь, я спать не лягу, пока не буду знать точно. И буду отдыхать до завтра. Ой, завтра будет тяжелый день. Наступило утро. Сейчас мы кое-какие процедуры делаем с грузом. Ребята, трейлер уже показывать вот так визуально сейчас покажу. Но там немножко потом подробно расскажу чуть позже, потому что сейчас занимаемся грузом. Так, эта штуковина не такая тяжелая, но мы должны посмотреть в разных позициях, как поведет себя трейлер. Мне нужно максимально, чтобы он просел. Максимально. Поэтому сейчас пытаемся на середину грузить. Если нет, то будем грузить чуть-чуть ближе к аппердеку. Так, получилась небольшая дырочка. Блин. South Carolina is taking 24 to 48 hours to get back, so you might not get to South Carolina until Monday. So yeah, probably let's start South Carolina Monday. Do you have a model number? Today's a bill of lading number. Yeah, you can use a bill of lading number. And the load length, how long is it? It is 19 foot. How long is your trailer? 48. Okay, Dina, I've got everything I need. Is there anything else I can help you with today? No, that's fine. Thank you so much. Thank you for choosing ComData. Have a good day. Alright, bye-bye. В общем, вот так я заказываю пермиты. То есть я звоню, говорю полностью все размеры своего трака, все размеры своего груза, регистрационные номера, все документы, серийные номера. Короче, полностью всю информацию о грузе, вес, высота, ширина. И, значит, по моему желанию мы прокладываем дороги. Но в данный момент я как бы спросил у нее совета, говорю, потому что они, в принципе, пермиты делают постоянно, им более, скажем так, виднее, по каким дорогам ехать. Но она посоветовала, в принципе, ту же самую дорогу, по которой хотел ехать я. Не знаю, как там они
как дадут. То есть они то прокладывают, а дальше они уже смотрят. Допустим, если там есть restriction, это ограничение, значит они потом посылают машину в объезд. Но мы будем смотреть позже, когда получим пермиты, что там нам выдадут. То есть изначально, конечно, оно все выглядит очень неплохо, а как будет на самом деле, не знаю. Поэтому я сейчас отправляюсь крепить груз, пока у меня время есть. Будем крепить груз и ждать пермитов для выезда. Значит, народ, это первый, самый высокий мой груз. Значит, смотрите, на нем написаны размеры. Вот, 13,3 высота. Вот что самое-самое опасное. Ширина здесь вообще не играет роли сегодня. Потому что высота обычного трака, который ездит, вон там стоят. Не, это маленькие, но драйвены, короче. У них ширина 13, высота 13,6. А здесь только лишь груз 13,3, понимаете? Короче, у меня сейчас общая высота 15. Понимаете? И очень много мне проехать надо, почти 2000 километров из города Остин в Шарлотт. И мостов там, ну, просто тьма тьмущая, не перечесть. Поэтому будем двигаться, как говорится, аккуратно и потихонечку. Ну что, все готово, флажки на месте, цепи закреплены, страпы на месте. Пермит на штат Техас распечатал, изучил. Честно, немножко нервово. Значит, здесь я камеру включил, если что, буду видеть, под каким мостом я застряну. Ну, в общем, дорога до Луизианы. Вечером в Луизиану я не смогу заезжать, потому что уже будет поздно вечером. Мне бы хотя бы сегодня до границы доехать. У меня на это где-то часов 5 есть, поэтому погнали. Если придет раньше Луизиана, значит заедем. Настроение прекрасное, двигаемся по Техасу. Значит, по разрешенным дорогам я еду прям одно наслаждение. Движение слабое, мостов вот прям нету, от слова нету, действительно. За всю дорогу я уже проехал километров 150-200, ну, наверное, было 4 моста. Конечно, Техас молодец, дал такую дорогу классную. Еду вообще не напрягаюсь. Вот, но, конечно, в скором времени, сегодня уже ближе к вечеру я выеду на 20-й Интерстейт. Вот там, конечно, да, начнется веселье. Там уже пойдут штаты, там Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия. И самый, конечно, опасный участок, это у нас будет Атланта. И еще у нас есть, ну, позже Атланты потом расскажу, что там еще будет такого опасненького. Но пока прям наслаждение. Сегодня 13 декабря, пятница 13. Если честно, я что-то вчера даже начал очковать по поводу 13 числа. Как-то все так сгустились тучи. Но пока вроде двигаемся, все неплохо. Погода изумительная. Я даже кондиционер включил, представляете? 13 декабря я еду с кондиционером, потому что на улице сейчас где-то 26 градусов тепла, прямо в маечке. Офигенно. Слушаю музыку, пью кофе. Короче, рай. Не работа, а рай. Ну а что будет дальше, посмотрим. Ну что, день прошел хорошо. Я остановился еще на территории Техаса. Пряменько перед самым въездом в Луизиану. Уже солнце зашло, и в Луизиане по правилам я могу двигаться только лишь до заката. Да, тракстопчик, конечно, такой послевоенный. Видите, здесь, походу, бомбовый удар был. Это не все ямы, там даже разбросаны какие-то цементные блоки, чтобы только водитель случайно не это. И теть колотить, смотрите, как разлетается тут вся эта движуха с груза. Какие-то пистолеты валяются.
автоматы, пистолеты. Вот эта херня упала, которая при погрузке он сломал. Видите, надо сейчас как-то это все дело привести в порядок. Вот. Ну а так, в принципе-то груз закреплен. Все в порядке. Значит, сейчас приведу здесь на виду марафет. Так, вот эта лыжа освободилась, видите, надо подтянуть. И буду уже отдыхать до завтрашнего дня, готовиться, изучать пермиты. Видите, жалко, он когда грузил, вилами погрузчика задел, и этот пластик весь сломался. А что это такое? Это называется, ребята, покрасочная камера. Paint booth по-английски. Значит, что они тут красили, честно, сложно предположить, но что-то красили. Значит, вот видите, находятся осветительные лампы внутри. Раз, два, три, 4 по кругу. Вот. Ну а сюда, видимо, получается, как в отверстие что-то подавалось и красилось. Но это все будет обратно собираться уже на новом месте в Шарлотте. Если доедет, конечно. Итак, что я хочу сказать. Как бы это бы не было бы смешно, то в первую очередь я хочу сказать всем доброе утро. Я, конечно, понимаю, может это по-дурацки выглядит, то что посредине ролика, когда вы все смотрите, я там желаю спокойной ночи, доброго утра там, или приятного аппетита. Ну, я говорю то, что у меня сейчас происходит. То есть я недавно проснулся, уже проехал где-то около часа. Как видите, на улице уже светло. А сейчас я останавливался на стоянку для грузовиков, для того, чтобы заправиться. Вот. Потому что здесь достаточно неплохая цена на соляру. Вот, я заправился и сейчас продолжаю двигаться. Это штат Луизиана. Значит, что я хотел, какой момент такой вам рассказать про движение, когда я еду с высоким грузом. Значит, такие, как говорится, небольшие нюансы, которые я для себя вывел. Значит, в первую очередь, когда мы едем, нам нужно куда-то заезжать там. Либо пусть это будет туалет, пусть это будет пообедать, либо просто отдохнуть, либо на ночную стоянку. Значит, в первую очередь нужно выбирать те стоянки, которые находятся с правой стороны от выхода с магистрали. То есть, если вы двигаетесь по магистрали, значит, не ищите стоянки, которые находятся по левую руку от вас, потому что, съехав на выход, может оказаться такое, что там будет низкий мост, и вы просто не сможете туда налево повернуть. Только те стоянки, которые находятся по правую руку, чтобы вы съехали, повернули направо, и вы были уже на стоянке. Плюс точно так же обратно выезжаете и сразу же обратно на магистраль, вот как прямо сейчас у меня произошло. Такой еще нюанс. Вот сейчас мы в штате Луизиана. Вчера, как вы помните, я проезжал Техас. Значит, две таких больших отличности. Значит, в штате Техас, когда ты подъезжаешь к какому-либо мосту на магистрали, то стоит обычно знак, приблизительно там за 200-300 метров стоит знак, определяющий высоту моста. То есть вы заранее уже можете проконтролировать, насколько мост высок, либо вы не проходите по клиренсу. В некоторых же штатах, по-моему, здесь в Луизиане именно так. Здесь, проезжая под мостом, вообще никаких опознавательных знаков нету. То есть едешь, скажем так, прямо на глаз. Определяешь высоту чисто по интуиции. Это немножко настораживает, так заставляет сердце ёкаться, потому что все равно ты не знаешь, как это будет. И вот такая сегодня Луизиана, туманная, но очень хорошо, что хотя бы туман не сильно густой, потому что видимость где-то 500, 600, 700 метров, так что, не, 700, наверное, не будет, метров
500 видимости есть, так что можно ехать. Но если туман слишком густой, то по правилам перевозки негабаритных грузов вам запрещено двигаться в туман. Вы должны где-то встать, переждать и потом только начинать движение. Друзья, мы с вами находимся сейчас в штате Алабама. И сегодня у нас воскресенье. И хочу сказать, что не просто так я стою в воскресенье, отдыхаю, решил здесь полетать немножечко. Дело в том, что в воскресенье запрещено двигаться в штатах Алабама и Джорджия, поэтому мне придется стоять здесь до понедельника. Еще одна причина, по которой я здесь стою, так как у меня нету документов, которые разрешают двигаться по штатам Южная Каролина и Северная Каролина. Поэтому придется ждать до понедельника. Но тем временем, пока есть время, я решил полетать, немножко показать вам местности. Полетели! Утро понедельника начинается достаточно сложно. Сейчас проезжаем Атланту по кольцевой дороге, такая 285-я. На самом деле в Атланту по какой-то причине, не знаю, запрещено заезжать грузовикам только лишь в случаях, если у вас там есть локальная загрузка либо выгрузка. А так все транзитные грузовики должны идти по кольцевой. В город заезжать нельзя. А какая сложность передвижения по Атланте, почему всегда сложно? Ну, первое, самое основное, это высокая загруженность дорог, постоянные пробки. Сейчас я, правда, вот такой вот подгадал время, с 9:30 где-то до 10:30 за час мы должны ее проехать, Атланту. Но в любое другое время, утреннее, либо после обеда и до самого вечера, здесь очень тяжело ехать, потому что постоянные пробки, аварии. В общем, движуха здесь колоссальная. Второй такой большой минус, почему сложно двигаться по Атланте. Почему? Очень узкие полосы. То есть здесь даже если ты идешь просто на грузовике, бывали случаи, когда проходящий мимо обгоняющий меня грузовик цеплял меня зеркалами. То есть даже настолько близко, что зеркала друг друга касаются. А если вы едете с негабаритом, с оверсайзом, то это еще больше вам усложняет вашу задачу. Поэтому приходится двигаться в основном всегда по правой полосе, чтобы иметь немножко запаса вот обочину. И чуть-чуть помедленнее двигаться, чем остальные, чтобы более-менее контролировать ситуацию. Значит, прогнозы. Не могу даже поставить точный прогноз, когда я буду на доставке, потому что здесь ехать-то, в принципе, 3,5 от силы 4 часа до Северной Каролины. По идее, я бы сегодня мог бы туда приехать, но проблема в том, что пока я не имею документов, разрешающих мне передвигаться по штатам Южная и Северная Каролина. Когда они придут, когда они будут выданы, одному походу Богу известно. Поэтому сейчас задача доехать до границы штатов Джорджия и Южная Каролина, ну и там придется дожидаться. Дальше, следующий нюанс. В штате Северная Каролина мне понадобится машина сопровождения специальная, та, которая едет передо мной. Она называется High Pole. Это означает то, что на машине сопровождения должна быть установлена специальная такая палка, которая выставляется на высоту, равная моему грузу. И он едет спереди меня, и посредством общения по рации он сообщает мне, если там какой-то низкий мост, либо низкие провода, либо нету. И так вот мы вдвоем потихонечку двигаемся.
Но еще под вопросом Южная Каролина. То есть в Северной это 100% надо будет. Вот. Но Южная Каролина, по закону штата, они сообщат это вам только лишь тогда, когда выдадут разрешающие документы. То есть как только я получу пермит, только тогда они мне скажут, нужно ли мне иметь эскорт, либо мне не нужно иметь эскорт. Поэтому пока я не могу заказывать машину сопровождения, потому что я не знаю, нужна она или не нужна. И по времени то же самое. Я абсолютно не могу знать наперед, в какое время я смогу проехать эти штаты. Поэтому вот такая задача. Сейчас едем на границу штатов, а там уже будем ждать. Ну что, народ, я добрался до границы Южной Каролины и Джорджии. И как я вам говорил, что ехать я дальше не могу, пока не придет пермит. Сейчас я вам покажу, если, надеюсь, камера не отсвечивает. Видите, 4 часа 10 минут я уже стою. Вот я проехал сегодня 180 миль. Это, грубо говоря, 2,5 часа. И встал. И вот я уже 4 часа стою, жду, пермита нету. Времени сейчас 3:40, темнеет в 5:40. Ну, не скорее всего, а процентов 95, что сегодня я уже никуда не уеду. Самое обидное, что до дома мне всего лишь осталось 165 миль. Это 2 часа и 43 минуты ходу, видите? Ну пусть там с объездами, пусть с пробками, но пусть будет там 3,5-4 часа. Все равно обидно. Получается, я уже в субботу вечером, я был тут буквально в 5 часах ходу до дому. Я не могу, вот суббота, воскресенье, понедельник. Не могу доехать. И еще не факт, что завтра мне придут документы. Вот это называется работа с оверсайзами. Это я просто сейчас говорю к тому, что я не ною там, не подумайте. Это просто хочу сказать о том, что будьте готовы, потому что многие спрашивают меня, хочу на лоу-бой, но все красиво кажется в кадре, а на самом деле вот так вот приходится сидеть, ждать. Не всегда, но приходится. Поэтому, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Думайте, прежде чем переходить куда-то на что-то новое, если не знаете, с чем это будет связано. Это уже не смешно, если честно. Я показывал вам, когда я остановился здесь и простоял 4 часа в ожидании пермитов. Это был понедельник. Это было где-то 11:30 утра. Сегодня у нас среда. И в доказательство этому я покажу, видите, свой логбук. Вот мы 16 числа остановились, сейчас 18 и уже 45 часов 21 минуту мы стоим. Сейчас позвоним в пермит-сервис, опять узнаем, что происходит, потому что вчера приехали 2 трака, и высота у них была больше, чем у меня, но они пермиты получили раньше, и они уже уехали сегодня утром. Hey Susan, good morning. Can I check my permits by the reference number? Sure, go right ahead. Okay, looks like we have a issued permit. Let me get that sent over to you. I'm not sure when it's issued. I'm just showing that it's finally issued. And you didn't see when? I can't. It doesn't tell me when it was issued, but I know it was just issued at some point this morning. Okay. You're very welcome. You have a great day. Bye-bye. В общем, история такова, что не знаю, что с ними происходит. Короче, история. Вчера приехали 2 трака. У них была высота выше, чем моя, и они заказали пермиты в понедельник, а я заказал пермиты в пятницу, то есть на 3 дня раньше. И они получили пермиты вчера вечером, и сегодня утром уже смылись. Вот, но я решил сегодня, пока проснулся, было 7:30, сходил позавтракал, думаю, вернусь, позвоню. Но вот позвонил, я уже думал, если честно, ругаться и рассказывать всю эту историю им. Но она говорит, что она зашла на веб-сайт. Там уже все выглядит так, как будто бы мне пермит выдали, но еще пока мне не выслали. Но, скажем так, это хорошо и не очень. Почему? Потому что приходится самому звонить и выпрашивать, выклянчивать. Но, слава богу, что выдали. Значит, сейчас скоро поедем. Значит, я сейчас завожусь, делаю притрип-инспекцию и скоро выдвигаемся. Юху, банда!
Мы снова на коне, мы снова едем, мы снова двигаемся. Значит, пермит я получил на Южную Каролину. Вот только-только я заехал в штат. Сейчас будет знак, видите, там синий. Написан South Carolina Welcome Center. То есть Южная Каролина, там можно остановиться, Welcome Center, взять какие-то брошюрки, почитать, что, где, чего. Значит, теперь загвоздка состоит в другом. Теперь загвоздка состоит в штате Северная Каролина. Значит, на Северную Каролину по закону я должен ехать с машиной сопровождения, так называемый High Pole. То есть машинка, которая будет ехать впереди меня, и у нее будет установлен такой индикатор на переднем бампере, который измеряет высоту мостов, ну и так далее, препятствий, которые могут быть на дороге. Это обязательно по-любому, то есть от этого никак никуда не деться. Значит, сразу, как только я получил южнокаролиновский пермит, я сразу же позвонил заказывать себе машинку сопровождения, но день в день это делается очень сложно. Почему? Потому что я в Северной Каролине я буду где-то через часа 3-3,5. И за такое короткое время найти машинку достаточно сложно. Плюс машинку, которая с измерителем высоты, потому что не каждый, это нужна дополнительная лицензия. То есть обычный эскорт, который без всяких палок ездит и так далее, ему на это лицензия не нужна, и таких много. А вот уже с палками их мало. Поэтому она сказала, что, конечно, они будут делать все возможное, чтобы найти такого водителя, но не факт. Так что будем держать, как говорится, пальчики крестиком и надеяться, что сегодня мы наконец-таки доберемся до Шарлотта. Пусть даже не выгрузимся, но хотя бы доберемся. И я смогу сегодня вечером поехать домой. Так, только что проскочил мне навстречу этот сопровождающая машиночка с хайполом, там большой оверсайзик. Он поморгал мне, попросил притормозить. Мы притормозим, пропустим. Сейчас, видите, здесь всех оверсайзов пускают в объезд по этой дороге. Я только заехал на эту дорогу и подумал, скорее всего, кто-то мне да и встретится. Ну вот, первый попался. Посмотрим, что будет дальше. Но этот был не широкий, этот был высокий. Надеюсь, широких не будет, потому что я-то сам тоже широкий. Я вот еле-еле в полосу помещаюсь. Вот. А если будет еще кто-то ехать шире меня, то получается, нам вообще надо будет по траве объезжать. Ну разве скажешь, что сейчас 18 декабря? Единственное напоминание, что скоро Новый год, это вот на столбах, смотрите, висит снеговик. Потом он этот Санта-Клаус. Короче, всякие фигурки. Да, вот такая вот дорога у меня по объезду. Значит, пока мне встретился только один негабарит навстречу. Вот, миновали его достаточно спокойно. В общем, где-то еще полчаса, и я вернусь на большую магистраль. Погодка просто класс. Красота. Вот сейчас я двигаюсь уже очередной объезд. Видите, вот это называется основная магистраль. Но мне по ней ехать нельзя, потому что там идут серьезные ремонтные работы. Видите, какой там идет трафик большой. И стоят бетонные ограждения. Вот почему мне там ехать нельзя. Меня пустили вот по этой параллельной дороге. Это называется у нас Frontage Road. То есть все, что идет параллельно основному шоссе, называется Frontage Road. Ну, у каждой у нее есть еще дополнительное название. Допустим, это называется Wilcox Avenue. Вот, и на этом мой объезд не заканчивается. Дальше мы свернем там на 18-ю, потом 329-ю, потом, по-моему, 29-ю. Ну, в общем, веселуха.
О, школьный автобус подвинулся, немножко съехал так на обочину. В общем, одно веселье. Вон отсюда хорошо видно, прямо весь хайвей перерыт. In a quarter mile, turn right onto Pleasant School Road. Чтобы не быть многословным, просто покажу, вот насколько узкая дорога, как у меня сильно выпирает груз. А сейчас такой тут поворотик крутой. Даже когда пермит мне выдавали, они мне сказали: будь аккуратен, там такой резкий поворот. Ну вот, повернули. И дальше мне нужно поворачивать налево. Уже теперь на 18-й хайвейчик. То я ехал с левой стороны, а теперь я, видите, переместился и по правую сторону уже еду, по правой сторону магистрали. Как я говорил, это уже 18-й хайвей. Сейчас мы плавно перейдем на 329, а потом повернем на шоссе 29 и оттуда прямиком до конца штата, до границы с Северной Каролиной. Вот и поворот на 29. И осталось мне буквально 10 миль, и мы на границе со штатом Северная Каролина. Ну что, приехали на сегодня, поработали 3 часа я, значит, из границы Южной Каролины и Джорджии. Я проехал до границы Южной Каролины и Северной Каролины. И сейчас новая задача. Значит, Северная Каролина нужно обязательно, как говорится, required escort with front pole, with high pole. Значит, мне нужно с машины сопровождения с палкой сверху, то, что я говорил. Звоночка я пока не получил, и это может означать только одно, то, что машины нету. Сейчас буду звонить, уточнять, когда они смогут машину найти сегодня, завтра, послезавтра. В общем, осталось до разгрузки 40 миль, это 60 километров, а я опять стою, опять ехать не могу. Так что приключения продолжаются. Итак, значит, машинку сопровождения нас смог найти только на завтра. Сегодня уже никак. Такие вещи так быстро не ищутся. Поэтому что я сейчас делаю? Я отцепил трак-н-трейлер, видите, повесил такой специальный замок. Ну, чтобы нельзя было зацепиться. Конечно, при желании все равно можно все украсть, все, что хочешь. Но это как бы все равно поможет. Сходил на заправку, спросил разрешения, могу ли я оставить прицеп. Видите, припарковался специально близенько к бордюру. И сейчас покажу обратную сторону. Значит, и обратная сторона выглядит вот так вот, чтобы максимально подальше стать, чтобы не было желающих меня здесь как-нибудь тюкнуть. Сейчас 2 часа дня. Я не вижу смысла здесь оставаться на ночь. Мне час дороги до дома. Я поеду лучше домой, там переночую, покушаю, помоюсь, и завтра уже утром вернусь сюда обратно. Меня будет ждать машинка сопровождения. Мы все обсудим, маршруты, и поедем разгружаться завтра. Поэтому всем до завтра. Утро следующего дня. Я вернулся на стоянку, где вчера оставил свой прицеп. Сейчас у меня 7 утра ровненько. На 7:30 мы договорились встретиться с человеком, который будет сопровождать меня до места выгрузки. Надеюсь, там с прицепом все в порядке. Я приехал чуть-чуть пораньше, на полчасика, чтобы приготовиться, все, как говорится, зацепить, все включить, осмотреть, все ли в порядке. Прицеп на месте. Вот. Сейчас будем цепляться.
Это водитель Лэри. Мы установили, значит, палку на высоту 15,6. Хотя высота моего груза 15. Но такие требования законы штата. То есть он должен быть на 6 инчей выше, чем положено. Сейчас это все измеряется. You need help, Larry? Okay. Видите, все измеряется, все ставится, и мы поедем с ним. Он должен быть полмили, 1 миля передо мной, проблесковые маячки, и должен мне сообщать каждый мост, прохожу я или не прохожу по высоте. Если вдруг такое случится, то мы должны остановиться и, не знаю, съехать, либо еще что-то. Ну, в общем, эти детали сейчас будем обсуждать. So you gonna go to the truck stop, then we'll check the radio? I mean, I want to check it when you're far away. Yes, from distance. Yeah, I'll go up towards the exit. So, you know, and then I'll roll back here. I'll talk to you. Okay, no problem. Okay. You got a copy on me? Yeah, very good. Yeah, and I can hear you really good too. I'm all the way out at the exit where we're gonna leave this place, so. Very good, okay. Alright, I'm coming back there. Okay, Larry, I'm ready. Alright, let's roll. Все, ребята, выезжаем. Проверка рации прошла успешно. Нам ехать где-то 43 мили, это 50 минут. Надеюсь, что все будет хорошо, без задержек, без изъянов и так далее. Значит, задача водителя сообщать мне только лишь мосты и по какой полосе он проехал, чтобы я знал, по какой полосе двигаться, где все окей. Какие-то препятствия, там машины стоят на обочине и так далее, он мне не сообщает, потому что это, в принципе, в его задачу не входит. Вот. Так что двигаемся по направлению. Заранее мы говорили, что будем использовать канал 15 для связи. Это не общедоступный канал, для того, чтобы мы слышали только друг друга, а не кого-то другого. Ну, все, выехали напрямую. Еще он мне так сказал, если, допустим, он проезжает над мостом, но у него 15,6 выставлена высота, а у меня 15, поэтому он говорит, что если я чуть-чуть дотронусь, я тебе скажу, что это чуть-чуть, то ты можешь ехать. Если там прям сильно лупануло по его палке, значит надо съезжать, либо останавливаться на обочине. Вот такие вот условности. Cleared the bridge into. Copy. Значит, нумерация полос идет слева направо. Не так, как мы привыкли, допустим, первая, вторая. Наоборот, слева первая, справа вторая. Если полос 3 либо 4, значит точно так же. Первая, вторая, третья, четвертая. И он мне говорит, bridge is okay, lane 2. Либо bridge is okay, lane 3. Чтобы я знал, по какой полосе проезжать. Потому что мосты бывают такие наискос идут. С одной стороны он будет ниже, со второй стороны выше, поэтому надо быть очень внимательным. Практически на всем пути, вы помните, да, только в Техасе у меня были обозначенные мосты, то есть перед каждым мостом стоял знак и говорил о том, какая там у него высота. Но здесь, в Северной Каролине, мосты не обозначены, то есть не написана их высота. То есть здесь нужно ориентироваться только на него. Copy. Сейчас будем заезжать на весовую станцию через 1 милю. И нам обязательно нужно там остановиться, показать наши пермиты. И они должны проверить, правильно ли у нас выставлена высота. Copy.
Капи, друзья, означает то, что я принял его команду. Так, независимо от сигнала, как говорится, светофора, мы все равно должны ехать в правую сторону. Значит, еще раз, мне дали зеленый свет налево, но я поехал направо, потому что так по закону положено. Ты обязан заехать на весы. Но дальше там опять идет разделение лево-право. И там уже ты должен следовать по стрелочкам налево, либо направо. Я поехал направо, остановился на весах. Меня проверили и дали зеленый свет, и просто, не проверяя пермитов, отпустили. Так что мы продолжаем свой маршрут. Сейчас сообщил, что 2 машины выезжают по рампе. И позже сказал, что по 3-й линии. Не обязательно каждый раз ему отвечать капи, что я принял, либо окей, что я его понял. Если вдруг я его плохо слышу, либо еще что-то, либо недопонял, тогда да, можно переспросить и так далее. Но он команды мне говорит каждый раз при каждом проезде под мостом. Ну что, мы подбираемся уже к разгрузке. Осталось 8 минут пути. Мостов становится все больше, потому что мы находимся очень близко к центру города, даунтауну Шарлотта. Естественно, мостов, конечно же, больше. Вероятность, что мосты будут ниже, повышается. Мы хорошо с утра пошутили с Ларри. Я спрашиваю, у тебя был такой опыт в твоей практике, что кто-либо ударил мост? Он говорит, нет, ни разу не было. Надеюсь, сегодняшний день не будет началом этого. Мы немножко посмеялись и стартанули. Выход с трассы номер 40 на улицу Грэхэм-стрит. И отсюда нам осталось буквально 1 миля, и мы на месте. Прямо перед самой выгрузкой будет последний поворот налево. Там находится железнодорожный переезд. И вроде бы как сказали, что он достаточно такой с изюминкой. То есть надо будет проезжать очень аккуратно. Do you have anybody else for today? Yeah, of course. I have been on the road like 3 weeks, and yeah, for sure I will unload, go home and take a good weekend. Последние приключения, надо, видите, задом заехать, потому что вот разгрузка будет в этом здании, и мне нужно туда запятиться назад. Вот потихонечку подруливаем. Разгрузка тем же способом, как и загружали, видите. Я сюда запятился, цепи снял, сейчас они будут его снимать. Как и обещал, я вам сейчас покажу, что сделали с моим прицепом, какой ремонт производили. Значит, первое, что мы видим, я поменял вот эти вот шланги воздушные, потому что они были старые, короткие, уже перетертые в некоторых местах, поэтому решил их заменить. Дальше вы видели, сейчас это уже тяжело показать, снималась вот эта часть и та часть, снималось покрытие, вырезались
старые прогнившие железные балки и вваривались новые, крепкие, надежные, которые прослужат еще очень много времени. Дальше, в некоторых местах была починена электропроводка, чтобы не было никаких не коротило. Значит, здесь у меня были, видите, поставили латочки. Конечно, выглядит не настолько идеально. Я имею в виду, конечно, можно было бы сделать и лучше, вырезать вот этот кусок и приварить новый. Но мы решили поставить латки. То есть прицеп старый, 98-го года, и такой прямо огромной необходимости наводить красоту я не вижу. Дальше. Задняя каретка прицепа. Значит, здесь, конечно, будет очень тяжело показать, но я поставил здесь два новых воздушных танка, то есть танка это по-английски, а по-русски, по-моему, это называется ресиверы. Если я ошибаюсь, поправьте. Значит, один здесь находится, второй здесь. И 4 амортизатора. Также снималась вот эта часть пола центральная. Но ее уже положили, как видите, вот так вот. Очень, скажем так, некрасиво, но все это я буду переделывать. Именно вот эту часть я буду переделывать, потому что у нас не было времени закончить это до конца и сделать красиво. Я очень сильно спешил, и уже как бы я сказал: ребята, делайте вот так, я потом сам переделаю. Я считаю, что этот ремонт, он, конечно, не настолько сильно капитальный. То есть дальше, что я буду лично сам делать, я его почищу ржавчинку, хочу нанести грунтовку и свежую краску покрасить. Поэтому это, в принципе, не было необходимости делать в ремонтной мастерской. Это могу сделать лично я сам, поэтому так и оставили. Вот, как я сказал, прицеп 98-го года, и я думаю, что вот этого ремонта ему хватит еще очень много лет жизни, и прицепу действительно мы дали вторую жизнь. То есть он еще будет работать и работать. Так, я добрался до стоянки, где я паркую свой грузовик. На этом можно считать рейс окончен. Таким он был достаточно интересным или нет, судить только вам. Пишите все, что вы по этому думаете. Это был мой самый первый высокий и достаточно интересный груз в Landstar. Я хочу отдельную благодарность высказать агентству Landstar TPQ. И лично Алексею спасибо большое за прекрасную возможность поработать и, как говорится, хорошую коммуникацию. И еще, ребята, я хочу сделать перед Новым годом розыгрыш. Я давно обещал. Значит, вот этот номер, который вы помните раньше, до устройства в компанию Landstar, полгода назад я его сменил. И сейчас я хочу этот номер кому-то из вас подарить. Все, что нужно для этого, очень просто. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И обязательное условие, оставьте какой-либо комментарий под этим видео. Я буду делать рандомный выбор, то есть использовать рандомайзер. И он выберет победителя. Кто победит этот номер, вы узнаете в следующих роликах. Также я опубликую победителя в Инстаграме. И что еще хотелось бы добавить, ребята. Наступают новогодние праздники, я хочу вас всех поздравить, пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов. Не останавливайтесь на месте, двигайтесь вперед, делайте то, что вам нравится. И пусть будущий 2020 год будет лучше, чем 2019 и так дальше. Все годы, которые были, не оборачивайтесь на прошлое, смотрите только вперед. Еще раз крепкого здоровья и спасибо большое, что остаетесь со мной. Всем пока.